Сражение с главой клана Сазанами сейчас в самом разгаре. Тихира осознал силу своего противника в пространственном хранилище и решается пойти на рискованный ход. Хакури демонстрирует новое заклинание или же магию, шокирующую даже его отца. Ультимативка Кьоры и пояснение за силу самой могущественной магической катаны истинный удар. Вот почему среди всех остальных она была одна запечатана. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Прежде чем перейти к сражению, нам показывают, что Хакури благодаря духовной энергии главного героя смог перенести спасенных людей за пределы здания, где проводится аукцион Ракудзаичи. Вот только не всех удалось спасти от участи стать товаром на аукционе, ведь антагонист успел заблокировать Тихира доступ к остальной части похищенных людей, ведя себя впоследствии достаточно высокомерно, считая, что ему удалось предотвратить план ГГ, на который он потратил огромное количество духовной энергии. А значит, теперь главе клана Сазанами осталось только поскорее прикончить Ракухира, пока тот будет пытаться спасти остальных людей. Однако главный герой уверил его не переживать на пустом месте, поскольку с этого момента он сконцентрируется только на сражении. Вот только команда ГГ сейчас была не в лучшем положении, поскольку мозги Хакури получили серьезный урон, ведь все это время он подключал свой разум к чужому пространству. Еще и перенос людей, которые были товаром для аукциона, отобрал у него большую часть запаса духовной энергии. Ощущая это, Кьора сказал, что теперь им не превзойти его, параллельно через свою голограмму заявив народу на аукционе, что Ракудзаичи впервые за столько лет достигнула своего пика. Ибо сейчас на аукционе одновременно продаются сразу две магические катаны. Тем самым глава клана сумел усмирить панику толпы, вновь введя их в дикий азарт. Потому что, по словам одного из коммунаби, аукцион магического клинка бывает раз в жизни, а поэтому люди готовы на многое, чтобы попытаться заполучить в свое распоряжение такое оружие. Но член группы торгов Коммунаби заинтересовался, почему теперь и аукционист был заменен проекцией. Он считал, что настоящий Кьора в данный момент сражался в другом месте, но при этом он все равно не позволил никому вторгнуться на сцену. То есть глава клана Сазанами контролировал обстановку сразу в двух местах одновременно, при этом умудряясь своими атаками справляться с скоростью главного героя. Тихира же был поражен, насколько сильно он печется о защите и проведению Ракудзаичи, однако совершенно не скорбил о смерти своих сыновей. Кьора же в свою очередь не видел в этом большого смысла, ведь аукцион все еще не закончился, благодаря тому, что они выполнили свой долг. Но вот его все еще продолжается. Да и слушать от своего оппонента нравоучения, что настоящие отцы так не поступают, ему не хотелось. Ведь в первую очередь он является главой клана Сазанами. После чего противник в мгновение ока убрал из-под ног ГГ пол и тут же атаковал его множеством шипов, считая, что его высокая скорость не имеет никакого значения, если не будет никакой опоры для ног. Вот только на самом деле под удар попал не Тихира, а его плащ. Главный герой все еще продолжал маневрировать от атак противника. Он уже изрядно устал от постоянных сражений, да и к тому же разброс Кора забрал у него приличное количество духовной энергии. Ракухира не хотел еще больше затягивать это сражение. Вот только проблема была в том, что противник нисколько не убавил мощь своих атак. Кьора также ощущал, что в данный момент Хакури сильно ослаб, а значит он больше не сможет помочь ГГ, и он снова может попытаться убить его с помощью гранат. Однако Тихира первым выдвигается в атаку, активируя Кура расщепление, нанося сразу множество косых ударов, полностью уничтожая защиту своего оппонента. После чего в сие же мгновение бросает свою катану в сторону противника, нацелившись ему прямиком в голову. Вот только за какие-то доли секунды Кьора призывает рапиру и успевает отразить вражеский клинок, после чего сразу же переместил ГГ вплотную множество гранат, подрывая его заживо. Но в самый момент взрыва Хакури перемещает Ракухира к отраженной катане небеса бездны прямо за спину своему отцу. Кьора был шокирован, но моментально разворачиваясь, делает упреждающий удар, растекая голову главного героя. Однако рапира прошла сквозь цель без какого-либо сопротивления. Кьора был потрясен, это была только проекция его противника. Сам же Тихира был сейчас в слепой зоне врага, с огромной скоростью сокращая дистанцию, нанеся главе клана Сазанами смертельное ранение. То есть, ребята,
ребят, вы понимаете, что сейчас произошло? Хакури только что смог воссоздать магию проекции своего отца, хотя у него в распоряжении есть только Исоу и пространственная магия первого патриарха. Неужели его талант позволил ему воссоздать заклинание совершенно другой магии? Это просто невероятно. К тому же автор дополняет нам его прошлое, когда Кьора стал новым главой клана, где Хакури заявил, что однажды он превзойдет своего отца, и у него это получилось. Сам же Кьора после такого фатального урона тут же скрылся в кокон из материи этого пространства. Он понимал, что полученная рана была смертельная, и это наверняка его конец. Однако он не мог позволить, чтобы Ракудзеичи потерпел крах, после чего глава клана Сазанами перемещает к себе кейс магической катаны «Истинный удар», где уже из разговора члена Коммунаби мы узнаем, что использование магических клинков ограничено контрактом жизни и смерти. То бишь, если пользователь, заключивший контракт с катаной, останется в живых, никто другой не сможет воспользоваться ее силой. Однако шкатулка истинного удара была дополнительно запечатана. И если бы эта двойная защита была рассчитана на случай гибели хозяина, тогда бы и остальные магические катаны были бы также опечатаны. Но такого не произошло. А значит, это может свидетельствовать лишь об одном. Сила катаны истинный удар настолько огромна, что ни один контракт жизни и смерти не способен ограничить ее использование. И Кьора собирается использовать силу этого оружия, дабы уничтожить Тихира раз и навсегда. Что же, ребятки, следующая глава обещает быть невероятно эпичной. Тихира и так уже достаточно вымотан, у Хакури была такая же ситуация. Но теперь им придется выходить за свои лимиты, ибо со слов большинства персонажей, катана истинный удар является самым мощным оружием, когда-либо созданным Ракухира Кунисиги. И мне прям очень интересно узнать, что же предпримет наш главный герой в таком случае. Ведь хоть противники находятся на грани жизни и смерти, однако теперь у него нет причин сдерживаться, боясь за свою жизнь. Так что будем ожидать следующую главу Кагурабачи. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.